цикл раны. История, идущая от наших ран. Наши раны довольно сильно влияют на нас, и при этом на многих уровнях. Когда мы становимся старше, мы принимаем решения, непосредственно зависящие от того, что мы о себе думаем, как мыслим самих себя, и как мы должны функционировать в мире. Многие из этих решений непосредственно связаны с эмоциональными ранами, которые мы перенесли в раннем детстве и юности. Наше раненое «я» развивает некоторые способы справляться с болью и по-прежнему оставаться в мире, и многие из этих, казалось бы, эффективных способов, заглушающих боль механизмов, становятся индивидуальностью нашей личности в середине подросткового возраста. Наша история, или интерпретация своей личности, это жизненный сценарий, который мы пишем для себя. Далее, согласно этому сценарию, мы становимся ведущим ролевым характером в собственной истории. Поскольку информация записывается, мы полагаем, что все это верно, однако большая часть происхождения нашего характера находится в нашем бессознательном, скрытом во внутренних ранах. Мы начинаем бессознательно создавать нашу историю, заполненную самоограничением и самосаботажем, идущих от веры в непреложность наших представлений о том, кто мы есть, обусловленном многими разрушенными частицами своего «я», не получившими исцеления. Тогда мы полагаем, что знаем о себе все, что весь набор присутствующего в нас страха, боли и спонтанных бессознательных реакций на ту или иную ситуацию, человека, это и есть мы, и что все это истинно. А далее, создаем свою собственную, саботирующую саму себя систему убеждений, которая прекрасно работает, потому что мы с абсолютной точностью следуем ей. А как еще мы оказались бы способны подтвердить, что являемся жертвой, если бы не доказали, что в полной мере переживаем нашу историю? Например, как ребенок я чувствовал, что моей работой было создание семейного смеха, потому что я очень не хотел видеть, как члены моей семьи скандалят и спорят. Поэтому я полностью создал сценарий, призывавший меня стать эстрадным артистом и музыкантом. И после того, как меня не раз похвалили за музыку и юмор, я интерпретировал это примерно так: вот кто я, и что я должен делать. Позже, я поступил в музыкальную школу, и таким образом, мог играть музыку, чтобы зарабатывать на жизнь, и помогать своим зрителям не падать духом, в стремлении вызывать у них лучшее самочувствие. Это форма взаимозависимости, в которой я как исполнитель, зависел от реакции зрителей, точно так же как когда-то в юные годы. Я использовал смех родителей, чтобы помочь себе улучшить самочувствие, и ощутить, что действительно делал хорошее дело. Все это было прекрасно, до тех пор, пока я нравился своим зрителям. Но ситуация стала меняться, как только я вышел в реальный мир, и был встречен безразличным зрителем. Мои ожидания рушились, зрители шли вопреки моей истории, и не проявляли предполагаемой от них реакции. После моих выступлений их самочувствие не улучшалось, и часто я даже не мог сказать, слушали ли они меня вообще. Все это плохо сочеталось с историей моего представления о самом себе, и моя миссия вызывала у меня негодование, отчаяние и замешательство. У меня был жизненный сценарий, согласно которому я должен был поступать, и он не работал. Я предпочитал обвинять своих зрителей в том, что они не отвечали моим ожиданиям, не отвечали мне таким образом, как я ожидал от них. Затем я обвинил себя в том, что не был достаточно хорошим музыкантом. Если бы я был столь же хорош, как все мои известные идолы, то сделал бы людей счастливыми, и достаточно зарабатывал, чтобы делать это. Положение вещей стало меняться только тогда, когда я начал посматривать на себя со стороны, и подмечать, насколько гневным и раздраженным я был в аудитории. А вслед за этим, я стал осознавать,
что зрители лишь отражали назад мой собственный гнев и равнодушие, которое я вызывал у них, из-за того, что их реакция не давала выход моему чувству. Как только я понял, что большая часть выступления поднимала у меня те же чувства, что имели место в детском возрасте, я простил моих зрителей и самого себя. Это освободило мою музыку, мое исполнение, и позволило явить намного наибольшую радость, ибо теперь я мог играть чистую музыку, которая больше не несла в себе сеанса психотерапии. У музыки есть своя исцеляющая сила, и в ее довершение я вовсе не должен играть роль врача. Давление необходимости спасти моих зрителей делало мою музыку нравоучительной и скучной. Как только я оказался способным изменить свою историю, историю того, кем я был как музыкант, и того, кем были мои зрители для меня, музыка стала намного приятнее, и для меня самого, и для моих зрителей. Поэтому, хорошая новость в том, что наша история непостоянна и воистину изменяется, ибо мы изменяем свои верования, убеждения и мыслеформы. Вот где самоанализ так невероятно силен, ибо мы изменяем те опоры, на которые полагались, и зачастую стираем их в порошок, как только понимаем, что причина их появления в нас – не что иное, как загнанный в угол и испуганные части себя самого. Чтобы действительно менять жизнь, человеку необходимо докапываться до сути того, что находится под поверхностью своего внешне выраженного «я».